Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что творится, ребята, на рынке? Что творится? Вот такая вот цена, вот такая вот свеча, вот у нас она прошла, пирожок снова нашла. Так, ребята, всех приветствую снова на канале Великий Манипулятор. Сегодня мы с вами поговорим, как всегда, о биткоине. Посмотрим, будет ли он падать ниже. Также мы рассмотрим два индикатора от Glassnode, что они нам показывают. И одну интересную еще новость вам расскажу. Итак, погнали, все, ребята, по порядку. Для начала посмотрим, сколько же произошло ликвидаций сегодня, ребята. Итак, давайте посмотрим. Вот сегодняшняя ликвидация именно лонгов. Итак, 400 миллионов баксов, ребята. На 400 миллионов баксов произошла такая ликвидация. Это огромнейшая сумма, огромнейшая. Да, здесь было больше, если мы посмотрим и лонгов, и шортов. То есть лонгов было практически 700 миллионов, шортов 450 миллионов. Но что самое интересное, я еще, ребята, заметил, что здесь, смотрите, какого числа была ликвидация. Вот 13.06, здесь большие ликвидации было 18.07, и здесь ликвидация 19.08. То есть примерно через каждый месяц происходят вот такие громаднейшие ликвидации, ребята. Но маркетмейкеры, ребята, придерживаются одного. Они загоняют сначала полностью толпу. То есть дают либо вниз такой нисходящий медленный, либо же вверх, и только тогда начинается огромнейшая ликвидация в одну, либо в другую сторону. Итак, давайте посмотрим тогда по биткоину, что у нас произошло. Итак, как я говорил уже несколько видео подряд, что многие блогеры вот здесь рисовали вот такой треугольник, и что мы из него должны были пробиться именно вверх, потому что такие треугольники, ребята, пробиваются всегда вверх. Я же свои последние два видео, ребята, как вы знаете, я вам всегда говорил, что у нас уже был такой похож треугольник, только вот здесь. Вот он вот так выглядит. И что произошло? По идее, мы должны были с него сразу пробиться вниз. Но произошло совсем, ребята, обратное, как я уже говорил неоднократно. Мы сделали ложный выход про торговку, и только после него мы пошли вниз. Так же самое я в прошлом либо позапрошлом видео также, ребята, говорил. В таком треугольнике, ребята, мы пойдем, скорее всего, вниз, сделаем, возможно, проторговку, и только тогда с вами полетим вверх. То есть, то, что я вам, ребята, всегда говорил, то и сбылось. Потому что маркетмейкеры, ребята, вам могут нарисовать что угодно на этом рынке. Разные треугольники, разные восходящие тренды, нисходящие, все они рисуют. Могут нарисовать вот как здесь вот W, да, после которого мы должны просто улететь вверх. Этого не произошло. Вот такое же W, только мы видим, что оно идет вниз. Да, и потом мы можем также развернуться и просто полететь вверх. Поэтому, ребят, не обращайте на это внимания. Думаю, что ниже 17,5 тысяч мы уже с вами не провалимся и не достигнем дна около 10 тысяч долларов. Потому что у меня есть одна очень интересная и важная для вас мысль, ребята. Если мы достигнем дна биткоина в 10 тысяч долларов, то через 2-3 года миллионеров в мире резко увеличится. Этого не хотят очень богатые люди. Поэтому забудьте, что будет 10 тысяч долларов. Я больше уверен и больше склоняюсь к тому, что эта цена 17 625 долларов примерно. Это было и окончательное дно. Почему я так думаю? Также еще посмотрим, ребята, на индикаторы, которые также это подсказывают. Еще мы, ребята, сейчас посмотрим на профильные объемы с вами. Давайте вместе посмотрим, что здесь произошло, что у нас здесь творится. Мы здесь, ребята, видим, что вот здесь был небольшой такой объем, и мы просто его провалили, смотрите, раз, и прошли аж практически сюда. То есть не было объемов, ударились об эти вот такие две огромнейших плиты, и сейчас мы здесь торгуемся в этом диапазоне. Поэтому нам очень важно удержаться в этом диапазоне, иначе следующим можем остановка быть вот уже ниже, в районе 19 тысяч баксов. Потому что сейчас перед нами как раз выходные дни, а как вы знаете, на выходные дни биткоин именно очень сильно колбасит, поэтому можем как провалиться, так и пойти вверх. До сих пор, как вы видите, мы находимся вот в таком восходящем канале, который я нарисовал уже очень и очень давно, еще в начале, где-то в этом диапазоне, вот именно вот этом. Примерно, и до сих пор мы находимся абсолютно в нем. То есть даже если мы опустимся в район там 20 700 долларов, мы все равно будем, ребята, находиться с вами в вот таком восходящем коридоре. Итак, здесь Glassnode нам предоставил вот такой индикатор MVRV. Это индикатор, который измеряет соотношение между рыночной и реализованным уровнем капитализации. Значение выше 1 показывает, что рыночная капитализация больше, чем реализованная капитализация, в то время как те, которые ниже 1, показывают обратное.
После этого оценка использует стандартное отклонение для нормализации значений, ребята. Итак, что мы видим? Что когда мы достигали вот в январе 15, в декабре 18, в марте 20 и в июне 20 года отметки ниже единицы, ребята, это и было достигнуто дно. Вот как здесь показано на данном графике. Оранжевым здесь показывается как раз данный индикатор, что мы заходили именно вниз. Также здесь в 19 и в 20 году, ребята. Это показывало, ребята, что мы находимся на дне медвежьего рынка и от него начинаем потихоньку разворачиваться. Да, вот здесь, как мы видим, немножко здесь проторговались в данном диапазоне, ну и потом пошли вверх, и только на коронном дампе, ребята, мы именно упали. Так же самое здесь уже выходим из него. Еще Glassnode здесь также интересный индикатор нам предоставил. Это цена реализации BTC. Движение индикатора можно лучше визуализировать с помощью BTC и его реализованной цены индикатора, который измеряет цену на момент последней транзакции. В то время как BTC снизился ниже него, теперь он восстановил свою реализованную цену. Это черный круг, вот здесь, как мы видим, которая в настоящее время составляет 21 тысяча, ребята, 700 долларов. Запомните эту цифру, 21 700 долларов. Исторически сложилось так, что после того, как реализованная цена будет возвращена, BTC никогда не отпускался ниже нее до начала значительного бычьего пробега, ребята. Итак, давайте посмотрим поближе этот индикатор, что мы здесь наблюдаем. После того, как мы полностью выходили под этой оранжевой линией с этого индикатора, ребята, мы уже начинали какой-то определенный рост. Так же самое это было в 19-20 году. Здесь мы пробили его, и уже практически начинался бычий сезон. Но мы потом, ребята, с вами провалились, но это только благодаря тому, что был именно коронадамп, ребята, именно большая эпидемия. Так же самое сейчас, смотрите, мы под него провалились уже, вышли из-за него, и по идее мы не должны под этот индикатор снова заходить. Но как здесь указано, реализованная цена здесь составляет 21 тысяча, ребята, 700 долларов. То есть если мы, ребята, телом свечи закроемся ниже 21 700, ребята, долларов, это будет показывать, что мы снова входим в данную зону. И вкратце говоря, ребята, это показывает, что этот индикатор будет сломан, и он не будет нам показывать уже больше достоверную именно информацию. Также, ребята, еще одну новость вам покажу. Недавно вам говорил, что Crypto.com получила лицензию именно в Канаде. Сейчас новая новость вышла буквально также несколько дней назад, что Crypto.com получила лицензию на работу в Великобритании. Итак, давайте просто вкратце прочитаем, что здесь говорится. Согласно записи в реестре финансовых услуг, биржа Crypto.com получила официальное разрешение регулятора на совершение операций с криптоактивами Великобритании. Crypto.com объявила, что получила одобрение Управления финансового надзора Великобритании на совершение операций с криптоактивами в стране. Лицензия позволит Crypto.com предлагать клиентам Великобритании набор продуктов и услуг в соответствии с местным законодательством. Согласно FCA, разрешенная деятельность с криптоактивами включает в себя прямой обмен между цифровыми активами и фиатными деньгами в обоих направлениях, а также обмен криптоактивов на другие криптоактивы. Таким образом, лицензия позволит пользователям Crypto.com легально покупать криптовалюты. Недавно биржа Crypto.com получила разрешение на предоставление услуг по обмену и хранению цифровых активов сразу в двух юрисдикциях: Южной Кореи, Италии, также Канада, ребята, и сейчас Великобритания. Это огромнейший рынок, который Crypto.com хочет овладеть. Это не может не радовать. Это очень хорошо повлияет также на их токен. Поэтому, ребята, здесь видится очень важная мысль, что все-таки очень огромные страны и вообще весь мир принимает именно криптоактивы как способы оплаты либо обмена и тому далее. Эта новость, хотя и маленькая, не очень важная такая, но она показывает, что все-таки весь мир будет переходить на криптоактивы, ребята, будет идти обмен, и криптовалюта, ребята, будет развиваться. Поэтому все у нас, ребята, с вами хорошо. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и до следующей встречи. Всем пока!